Всем привет! Сегодня хочу поговорить о таком заболевании персика, как курчавость листьев. Сейчас повсеместно поражается в это время персик этой болезнью, и с ней надо срочно бороться, иначе мы все останемся без урожая. Начало этой болезни как раз где-то выпадает на 10-й день от распускания листьев, 10-й, 14-й, ну вот так оно и получается. Смотрите, как выглядит эта болезнь. Может быть, и вы у себя тоже такое наблюдаете. Листья буреют, как бы краснеют, желтеют, вот так больше краснеют, скручиваются. Такое ощущение, что их кто-то ест. Но нет, это так действует грибок, который вызывает это заболевание. Вот так на начальном этапе выглядит курчавость листьев персика. А потом на внутренней стороне, на нижней стороне листочка мы будем наблюдать уже такой восковой налет. Это уже спороношение гриба. Он уже активно размножается, увеличивает свою семью. А потом мы увидим уже полностью засохшие ветки. И если завязались плоды на двулетних пораженных побегах, то они все осыпятся. Не плоды, а завязи, все осыпятся. Вот так он действует. Что же делать? Можно применять препараты на основе хлорокиси меди, а лучше, конечно, те препараты, которые уже и как бы лечат и являются системными, потому что контактные фунгициды, они после первого дождя смываются, и надо тут же бежать опять их обрабатывать, эти деревья больные. А системные уже все-таки впитываются в растения и уже хорошо их защищают. Поэтому такой, например, препарат, как Топсин М, то он и лечит к тому же, и он системный. Хорошо, конечно, себя зарекомендовала такая смесь Хорус и Скор. Или подобные ему, смотрите прежде всего на действующее вещество, которое содержится в этих препаратах, и можете по своей местности поискать аналоги, лишь бы было то действующее вещество, которое в этих препаратах. И почему применяют именно два этих фунгицида вместе? Можно, конечно, один из них. Тут уже надо смотреть по погоде. Почему? Потому что Хорус лучше работает до 15 градусов, а уже Скор работает лучше выше 15 градусов. Вот в чем и разница этих фунгицидов. И поэтому, так как мы не можем предугадать вот майскую эту неуравновешенную погоду, то лучше уже себя застраховать и двумя этими препаратами одновременно обработать дерево. Так мы себя застрахуем, и неважно, какая будет на улице температура. Один из препаратов точно подействует. В этот период также мы можем применять и контактные фунгициды, подобные бордоской. Можно применять препарат Делан. Ну и любой контактно-защитный фунгицид на основе меди. Вот что есть, тем и обрабатывайте. Но обрабатывайте обязательно. Для тех людей, которые по каким-то причинам не могут применять химические средства для борьбы с болезнями, то, конечно же, я посоветую обрабатывать биофунгицидами, такими как триходермин и гаупсин. Можно их применять по отдельности, а лучше их в одну баковую смесь смешать по инструкции. Но тут уже обрабатывать надо вот в такой тяжелый период каждую неделю желательно. И вы не вредите природе, и персику все-таки будет легче переносить эту болезнь. Есть еще один простой способ, как можно бороться с курчавостью, но это в том случае, если у вас одно-два дерева, и они невысокие, или вы можете там легко достать до всех веток. Это способ, когда вы каждое утро подходите и обрываете листочки, вот эти, которые скрутились. Оборвали. И на их месте начнут расти новые.
Но это надо делать каждое утро, пока не наладится погода и пока вы не увидите, что вы победили эту болезнь. Можно также попробовать другие сорта, но все равно любой сорт персика в той или иной мере будет поражаться курчавостью листьев. Поэтому, наверное, лучше выбрать самый вкусный сорт, который вам нравится. И уже зная, как растет этот грибок, как его нужно искоренять и кушать вкусные плоды, которые именно нравятся нам. Но не следует забывать, что помимо грибковых заболеваний очень хорошо поражают персик разные насекомые. Вот такие, например, как хрущ. Смотрите, сидит и не стыдится, и пожирает мой персик. Вот один. Вот сидит второй. Трапезничает. И все ему нипочем. Так что хочешь не хочешь, а придется обрабатывать его еще и от насекомых. Поэтому желаю вам успехов в борьбе с болезнями. Всего хорошего. С вами была Алиса. До новых встреч.